Доброго всем! Сегодня выходит очередной ролик, и посвящен он будет ремонту, а точнее восстановлению побитого цилиндра. На удивление, вы часто спрашиваете, как выполнить этот тип работ. Для нас это обычная рутина, и в ней нет никаких подводных камней. Но разве что все же существует несколько интересных моментов в этой работе. Итак, сегодня мы будем реанимировать ГБЦ Mazda. Ситуация вполне стандартная. После нарушения работы привода ГРМ клапаны встретились с поршнем, и как результат у двух впускных клапанов оторвало тарелки, а те в свою очередь натворили беды в цилиндре. Эту картину мы сейчас и наблюдаем. Видим, что ножки клапанов торчат в цилиндре, и загиб поставил их именно здесь, поэтому сложности с извлечением остатков клапанов не должно быть. Тарелки клапанов достаточно сильно покалечили свечу, и здесь нам, конечно же, придется потрудиться, чтобы аккуратно ее выкрутить, не нарушив резьбу, тем самым избежать более серьезного ремонта. Посмотрим на другие клапаны на впускной стороне. Здесь мы отчетливо видим следы встречи с поршнем. Скорее всего, они также будут гнутыми. Что ж, приступаем к дефектовке. Разберем и посмотрим, что там к чему. Рассухариваем травмированный цилиндр. Пытаемся пальцами вытолкнуть ножки клапанов. Сидят они, конечно же, направляющих жестко. Берем выколотку и молоток, и они выбиваются достаточно легко. Загнула ножки, конечно же, знал. Посмотрим, что произошло с остальными клапанами. Извлекаем их и видим, что называется парад клапанов. По итогу весь впуск отправляется в металлолом. Обточим свечу от всяких заломов, которые будут мешать ее выкрутить или смогут травмировать резьбу. Теперь попробуем ее слегка выкрутить. Свечу с усилием сдернули, но ее явно нужно еще обрабатывать. Чем, собственно, и продолжаем заниматься. Вот она вырисовалась. Правильно, ее надо удалять. Вроде хорошо обточили, и теперь можно вновь попытаться выкрутить. В раскачку с небольшими возвратно-поступательными движениями начинаем очередную попытку. Не совсем не нравится. Я просто что-то там могу делать, какую-то беду. Крути, я смотрю. Крути. Да, затягиваю. Хорошо, да, я вижу. Теперь назад сделай. Подожди, я буду смотреть сейчас, что мне. Вроде бы ничего. Ну давай пробуем назад. Ну да, и резьба вроде нормально. Вон два витка видны. Вроде как ничего с ними. Да, вроде бы есть. Свеча пошла и вся вышла. Без всяких каких-то бы ни было проблем. Иди. Вроде нормально лишь. Все. Давай. Чуть-чуть.
На выкрученной резьбе видим в одном месте, что несколько витков все-таки пострадали. Но это не беда. Здесь перед заваркой мы попросту их срежем. Тот, который Его слабо не будет. порисуешь. Нет, там по 5 десяток, там стрелка прыгает. Теперь, когда головку разобрали, отправляем ее в опрессовку. И опрессовка преподнесла нам такой сюрприз. Как видим, головка от ударов треснула. Теперь, конечно же, объем работ заметно увеличится. Отдаем головку фрезеровщику Сергею на предварительную разделку трещин и удаление сёдел. Не, вот тут, вперед, вот. Потому что здесь шахта. Да, вот тут, больше не надо. Сварщик Андрей зубилом вырубает сёдла и затем извлекает их. Теперь можно дальше разбирать трещины. Далее стандартно обмываем, вычищаем головку в местах резки с применением химсредств и всевозможными щеточками, в том числе и зубных. Значит, вот пришла головочка Mazda. Машинка модная, машинка свеженькая. Но, к сожалению, ее успели убить. Убили каким образом? Здесь загнула клапана и порубала все на свете. Значит, порубала так, что были две трещины в водяную рубашку, по седлам ударила. И очень сильный удар достался между перемычкой, между спускными седлами, вот в этом месте. Прорубала очень глубоко. Вот я сейчас все это дело вырезал, зачищаю и ложим в печечку, будем ее варить. Значит, очень сильный удар пришелся на свечу зажигания. И частично эту свечу вырезали. Вот как раз здесь видно луночка, вот эта вот. Это луночка. Вырезали саму свечу для того, чтобы ее выкрутить.
и оставить вживую ту резьбу, которая там сейчас есть. Значит, что мы сейчас делаем? Головка готова на подогрев. Значит, мы варим 2 перемычки, вот эту перемычку, и вокруг свечки выкладываем валик из алюминия, ну, из сплава. Для чего? Для того, чтобы впоследствии механики с той стороны метчика могли прогнать. И как раз они попадут в эти же витки, и мы сохраним полностью резьбу в данной ситуации. Здесь резьба очень длинная, порядка 25 миллиметров. И заново варить весь этот колодец, это просто экономически невыгодно. Ну вот мы решили поступить таким вот образом. Подгорелась наша печечка, в которой лежит маздочка. Значит, сейчас будем варить. Я сейчас вам покажу, чем буду варить. Ставлю сопло 78 миллиметров. Это стандартное, максимально длинное сопло. Сопло пятерка. Значит, 78 это общая длина. От бортика до кончика 72 миллиметра. 4 миллиметра загоняются в термокомпенсационную шайбу. Прокладочку. Вот сейчас готовим проволоку 40-43, 3,2. Ну, сейчас готов, достаю.
Вот заварили мы нашу голову, маздовскую голову. Значит, весь процесс сварки вы видели. Интересное обсуждайте, неинтересное пишите письма. Ребята, все готово. Дальше передаем ее в обработку. Ну, предварительно она остынет у меня завтра до утра. И утречком мы ее сначала фрезернем, вот это место, и отправим на опрессовочку. Как только опрессовка покажет, что все великолепно, мы отдаем ее механикам на обработку. Будьте здоровы. Утром головку опрессовали, заварка прошла успешно. Но это не последняя опрессовка, будет еще пару опрессовок после расточки и монтажа сёдел. Далее головка двигается по цепочке. Сперва она попадает в руки расточника координатно-расточного станка Виталия. Он в свою очередь ставит головку на синусную плиту, крепит, выставляет и приступает к расточке мест под сёдел. Затем по соседним сёдалам он выравнивает высоту посадочного гнезда. Также, взяв уровень поверхности цилиндра, расточник убирает лишнюю сварку. Все то же самое Виталий делает и на выпускной стороне. Затем токарь вытачивает из заготовок по снятым нами размерам новые седла и отдает их на запрессовку Алексею. Тот, нагрев головку в печи, ставит их по своим местам. Выбирает оправку по нужным размерам, смазывает седло маслом и ударным способом ставит седла по своим местам. Теперь Алексей убирает все остатки сварки на поверхности цилиндра.
выравнивает его, в общем, доводит до требуемого состояния. Для этого он использует шарошки разной формы. Ну и в завершение восстанавливает резьбу. Ставит мечик четко по резьбе, проходит мечиком всю сохраненную резьбу и нарезает ее в той части, где была сварка. Естественно, проверяет резьбу, используя свечу Накала. Убедившись, что все в порядке, он отдает головку в контрольную опрессовку. Как видим, герметичность головки не нарушена, а значит, головку можно пускать в окончательную работу. Это нарезка на седлых фасах, притирка клапанов, фрезеровка привалочной поверхности и, конечно же, мойка перед сборкой. И, естественно, сама сборка голов. Ну а на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопрос, ответим и без аварийных вам поездок.